Минус 52 градуса, ветер 120 км в час, ни одного дерева, ни одного укрытия, ни одного источника тепла на сотни километров вокруг. И посреди этого ты. Точнее, пока не ты. Пока яйцо на лапах твоего отца, который не ел 4 месяца. Ты — императорский пингвин. Единственная птица на планете, которая размножается в разгар антарктической зимы. Не вопреки холоду, благодаря ему. Но до того, как ты встанешь в полный рост и нырнешь на четверть километра под лед, пройдет 5 лет. А пока ты даже не вылупился. Твоя мать отложила одно яйцо. Не 2, не 3, одно. Большинство птиц страхует потомство количеством. Ты — единственная ставка. Яйцо весит около 470 граммов, и в первые секунды после кладки у него есть ровно 2 минуты. За это время мать должна перекатить его на лапы отца, не уронив на лед. Если яйцо коснется поверхности при минус 40, эмбрион погибает за 60 секунд. Передача выглядит неуклюже. Два существа ростом в 1,20 м толкают носами белый овал по снегу. Но за этой неуклюжестью отточенная хореография. Самец раскрывает складку кожи на животе, наседную сумку, и яйцо исчезает внутри. Температура в сумке плюс 36, снаружи минус 40. Разница в 76 градусов на толщину одной кожной складки. Мать уходит. Не бросает, уходит кормиться. До открытой воды от 60 до 150 километров. Она не ела с момента формирования яйца и потеряла треть массы тела. Если не уйдет сейчас, умрет. Так что она идет к океану, а отец остается с тобой. И начинается ожидание. 65 дней. 2 месяца с лишним твой отец стоит на одном месте, балансируя яйцо на лапах, прикрывая его складкой кожи, не имея возможности ни есть, ни охотиться, ни даже нормально двигаться. К моменту, когда ты вылупишься, он потеряет до 20 килограммов, почти половину стартового веса. Ни один другой самец птицы на планете не голодает так долго ради потомства. Но он не один. Вокруг от нескольких сотен до нескольких тысяч таких же самцов. И они делают то, чего не делает ни один другой вид пингвинов. Сбиваются в плотную группу — хадл. Снаружи группы температура минус 50, внутри плюс 20. Разница 70 градусов. Птицы на внешнем кольце медленно перемещаются внутрь. Внутренние смещаются наружу. Ротация непрерывна. Это не альтруизм, это термодинамика. Каждый, кто остается снаружи слишком долго, теряет калории быстрее. Каждый, кто проталкивается внутрь, экономит энергию. Результат — все теряют примерно одинаково. Ты пробиваешь скорлупу яйцевым зубом, твердым наростом на клюве, который исчезнет через несколько дней. Ты весишь около 300 граммов. Ты слепой, покрыт тонким серым пухом и без отцовской сумки проживешь на открытом воздухе меньше 2 минут. Первая еда — не рыба. Отец вырабатывает в пищеводе так называемое птичье молоко, белковый секрет, богатый жирами. Он кормит тебя этим, хотя сам не ел больше 100 дней. Запас его тела на исходе. Если мать не вернется в ближайшую неделю, он будет вынужден бросить тебя и уйти к морю. Иначе умрет сам. Мать возвращается. Она находит отца среди тысяч одинаковых птиц по голосу. Каждый императорский пингвин издает уникальную комбинацию частот. Двухголосый крик, который производит 2 независимых источника звука в гортани одновременно. Ты пока не понимаешь этого. Ты слышишь звук и получаешь теплую кашицу из полупереваренной рыбы и кальмаров. Отец уходит. Впервые за 4 месяца он увидит океан. Тебе 1,5 месяца. Ты весишь уже около килограмма и слишком большой для наседной сумки. Мать оставляет тебя в яслях, группе из десятков птенцов, сбившихся вместе. Взрослые по очереди стоят по периметру. Не для защиты от хищников, на льду их нет, а как ветровой щит. Ты стоишь в центре между такими же серыми пуховыми телами. Тепло, скучно, голодно. Родители приходят раз в несколько дней, каждый раз с полным желудком, каждый раз находя тебя по голосу среди сотен одинаковых птенцов. Ошибки случаются. Чужого птенца кормить не будут. Главная угроза для тебя сейчас не холод, а голод. Если один из родителей погибнет в море, от морского леопарда, от касатки, второй не сможет прокормить тебя в одиночку. 40% птенцов не доживают до 1-го года. 40 из 100. Большинство погибает именно так. Не от мороза, не от хищника, а потому что один из родителей не вернулся. Но ты выжил. Тебе 5 месяцев.
Серый пух начинает сменяться водонепроницаемым оперением. Черная спина, белый живот. Это не декоративность, это камуфляж. Черная спина сливается с темной водой, если смотреть сверху. Белый живот сливается со светлой поверхностью, если смотреть снизу. Хищник сверху, касатка, не видит тебя на фоне глубины. Хищник снизу, морской леопард, не видит тебя на фоне неба. Тот же принцип используют акулы, дельфины и военные подводные лодки. Конвергентная эволюция, когда разные виды приходят к одному решению независимо друг от друга. Тебе 6 месяцев. Антарктическое лето. Лед ломается, и кромка воды приближается к колонии. Ты стоишь на краю. Раньше ты никогда не плавал. Ни один взрослый не учит тебя. Нет тренировок, нет постепенного привыкания. Ты прыгаешь или не прыгаешь. Большинство стоят на краю часами. Потом кто-то падает, или кто-то толкает, или кто-то решается. Ты в воде. И тело, которое на суше выглядит нелепым, переваливающееся, неповоротливое, делает то, для чего было спроектировано 60 миллионами лет эволюции. Крылья, бесполезные в воздухе, становятся ластами. Ты не машешь ими, ты ими летишь. Под водой пингвин — это птица в полете, буквально. Механика движения та же: взмах вниз — тяга, взмах вверх — подъем. Только среда плотнее воздуха в 800 раз, и каждый взмах дает больше силы. Ты разгоняешься до 36 км в час. Это быстрее, чем плавает большинство акул в крейсерском режиме. Первая охота — провал. Рыба быстрее, чем ты думал, кальмар скользкий, криль мелкий и разлетается облаком. Но у тебя есть то, чего нет ни у одной летающей птицы. Кости без воздушных полостей. Скелет пингвина плотный, тяжелый, как у млекопитающего. Это делает тебя негодным для полета и идеальным для погружения. Ты не борешься с плавучестью. Ты тонешь, когда хочешь тонуть, и это экономит кислород. Тебе год. Ты уже не птенец, но еще не взрослый. Ты проводишь в море месяцы, не выходя на лед. Спишь на воде, короткими отрезками по несколько минут на поверхности. Ты ешь рыбу, кальмаров и криль. Твое тело учится тому, что не запрограммировано генетически. Где искать косяки, на какой глубине, в какое время суток. Каждое погружение — урок. Средний нырок на 50-100 метров, но ты способен на большее, гораздо большее. Тебе 3 года. Ты весишь 30 килограммов, почти взрослая масса. Ты начинаешь возвращаться к колонии, но пока не для размножения. Императорские пингвины не размножаются до 4-6 лет. Ты приходишь, стоишь на периферии, наблюдаешь за ритуалами и уходишь обратно в море. Это не праздность, это калибровка. Ты запоминаешь маршрут, привыкаешь к расписанию колонии, учишься распознавать сигналы. Тебе 5 лет. Рост 120 сантиметров. Вес от 30 до 40 килограммов в зависимости от сезона. Ты самая крупная из 18 видов пингвинов на планете. Адели весит 5 кило, галапагосский — 2,5. Ты в 10 раз тяжелее ближайших родственников, и именно масса дает тебе то, чего нет у них — теплоемкость. Чем крупнее тело, тем медленнее оно отдает тепло. Правило Бергмана. Организмы в холодном климате крупнее родственников из теплых зон. Ты — живое доказательство. Ты ныряешь. Не на 50 метров, как в юности, на 200, на 300. Рекордное зарегистрированное погружение императорского пингвина — 565 метров. Это глубже, чем ныряет большинство морских млекопитающих, глубже, чем морской котик, глубже, чем калифорнийский морской лев. Ты задерживаешь дыхание на 22 минуты. Как? Кровь пингвина содержит больше гемоглобина, чем кровь большинства птиц. Мышцы насыщены миоглобином, белком, который запасает кислород прямо в тканях. Сердцебиение замедляется с 80 до 15 ударов в минуту. Периферические сосуды сужаются, перенаправляя кровь к мозгу и сердцу. Это не тренировка, это анатомия. Ты рожден нырять на полкилометра, как альбатрос рожден летать 1000 миль. На глубине 200 метров — темнота, но ты видишь. Глаза императорского пингвина адаптированы к минимальному свету. Крупный зрачок, высокая плотность палочек в сетчатке. Ты различаешь силуэт рыбы на фоне чуть менее темной воды над тобой и бьешь точно. Челюсти снабжены направленными назад шипами, роговыми выростами на небе и языке. Рыба, попавшая в рот, не выскользнет. Ты поднимаешься с добычей, выдыхаешь, вдыхаешь и ныряешь снова.
За одну кормежку ты можешь совершить до 100 погружений. Ты у поверхности. Впереди кромка льда. Тебе нужно выбраться. Ты разгоняешься под водой, выстреливаешь из-под поверхности и приземляешься на лед на живот. Этот прием называется порпосинг, по-дельфинье. И ты используешь его и для скорости на длинных дистанциях, выпрыгивая и ныряя, выпрыгивая и ныряя. Перед прыжком на лед тебе нужно набрать достаточную скорость, чтобы пробить поверхность и вылететь на полметра-метр вверх. Ошибешься с расчетом, ударишься о край льдины. Но ты не ошибаешься. Проприоцепция, ощущение собственного тела в пространстве, у пингвинов отточено до уровня, который исследователи только начинают понимать. На льду стоит человек. Оранжевая куртка, камера, штатив. Он не двигается. Ты не воспринимаешь его как угрозу. У тебя нет наземных хищников, и эволюция не научила тебя бояться двуногих. Ты проходишь в 1,5 метрах, чуть поворачивая голову. Человек снимает. Для него это кадр, который он будет показывать годами. Для тебя — ничто, пустое место между океаном и колонией. Март. Ты идешь к месту размножения. Тот же маршрут, та же колония, тот же участок льда, где ты вылупился. Императорские пингвины возвращаются в ту же колонию с точностью, которую ученые до сих пор не полностью объяснили. Магнитная навигация, солнечный компас, запоминание ориентиров, вероятно, комбинация всех трех. Ты приходишь, встаешь и начинаешь петь. Двухголосый крик. Тот самый, по которому тебя находила мать. Теперь ты ищешь партнера. Ухаживание у императорских пингвинов не танец и не драка. Это дуэт. Самец поет, самка слушает. Если частоты совпадают, она отвечает. Пара стоит лицом к лицу, вытянув шеи, и поет синхронно. Это не метафора, это биология. Акустическая совместимость определяет пару. Самец, чей голос не находит ответа, стоит и поет снова. Иногда часами. Большинство птиц привлекают партнера оперением, гнездом, территорией. У тебя нет ни яркого оперения, ни гнезда, ни территории. У тебя есть голос, и этого достаточно. Ты нашел партнера. Но императорские пингвины, в отличие от альбатросов, не создают пару на всю жизнь. 85% пар меняются каждый сезон. Это не верность и не предательство. Это стратегия. Если один из партнеров не вернулся к началу сезона, ожидание означает потерю года, а в среднем императорский пингвин живет 20 лет. Каждый сезон на счету. Цикл замыкается. Яйцо на твоих лапах. Складка кожи закрывает его от ветра. Самка уходит к морю. Ветер набирает силу. -50. Ты стоишь. Вокруг тебя тысячи таких же, и волна тел медленно вращается, перемешивая тепло. Ты голодаешь. Ты будешь голодать еще 2 месяца. Но сейчас о том, что происходит за пределами колонии. Римляне, греки, египтяне — ни одна из великих цивилизаций северного полушария никогда не видела пингвина. Первые европейцы встретили их только в конце 15 века. Португальские моряки у берегов Южной Африки. Они назвали их странными гусями. Позже — жирные птицы, ослиные птицы. Слово «пингвин», возможно, происходит от валлийского «пенгуин» — белая голова, хотя у пингвинов голова черная. Путаница, вероятно, связана с бескрылой гагаркой Северной Атлантики, другой нелетающей птицей, которую так назвали первой. Гагарку истребили к 1844 году. Пингвинам достались ее имя и частично ее судьба. Ты не знаешь об этом. Ты стоишь на льду, прижимая яйцо к телу, и медленно покачиваешься в ритме хадла. Императорских пингвинов около 530 тысяч взрослых особей в 54 колониях. Звучит как много, но в 2022 году 4 колонии потеряли всех птенцов. Всех. Причина — лед разрушился раньше, чем птенцы сменили пух на водонепроницаемое перо. Они оказались в воде без теплоизоляции и погибли. Морской лед в Антарктике сокращается. В 2023 году его площадь упала до рекордного минимума за всю историю спутниковых наблюдений — на 2,5 миллиона квадратных километров ниже среднего. Для вида, чей цикл размножения привязан ко льду, это не абстрактная статистика. Это платформа, на которой ты стоишь. Она становится тоньше, ломается раньше, и ты не можешь перенести колонию на другое место. Навигация настроена на координаты, записанные поколениями. Некоторые колонии сдвигаются, ищут новые площадки. Некоторые — нет. Без стабильного морского льда нет колонии. Без колонии нет хадла. Без хадла нет выживания при -50.
Модели прогнозируют сокращение популяции на 90% к концу века при текущих темпах потепления. Вид внесен в список находящихся под угрозой исчезновения. Ты об этом не знаешь. Ты просто стоишь на льду, который всегда был здесь, и ждешь, когда из яйца раздастся первый стук. Минус 52. Ветер, темнота. Ты стоишь. Рядом тысячи таких же. Яйцо на лапах. Сердце бьется медленно. Ты ждешь. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите комментарии, про кого сделать следующий выпуск. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!